Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре две педали от компании Digitech из линейки Trio. Это обычное Trio и Trio Plus со встроенным лупером. Многие из вас, наверное, уже слышали, что это за педали, но если нет, то это Band Creator, то есть педали, которые создают группу. Вы наигрываете в них какой-то простой риф, и из нее начинают звучать барабаны и бас. Что же из себя представляет эта педаль? Мы начнем с педали Trio Plus, потому что в ней есть все, что есть в обычном Trio, плюс еще несколько жанров, несколько стилей и, конечно, встроенный лупер, который делает эту педаль реально более крутой. На нем есть две кнопки. Первая отвечает за Band, то есть именно ее мы нажимаем, когда хотим записать какой-нибудь музыкальный отрезок. Вторая отвечает за включение лупера. Лупер работает как обычно. Итак, 6 крутилок. Первая отвечает за темп. То есть тот отрезок, который вы записали, тот риф, который вы наиграли, может вам после записи показаться слишком медленным. Тогда мы его просто ускоряем поворотом ручки. Или слишком быстрым, и мы его замедляем тоже поворотом ручки. Вторая отвечает за жанр. Жанров здесь много, гораздо больше, чем в обычном Trio. Это блюз, R&B, рок, альт-рок, металл, поп, электрик-поп, хип-хоп, кантри, фолк, латино и джаз. Кроме того, когда мы выбираем жанр, мы можем внутри жанра изменить в каком стиле нам будет подыгрывать бас и барабаны. С помощью ручки «Стиль», который мы можем крутить в любом направлении и, соответственно, выбирать стиль барабанов. И снизу 3 ручки, отвечающие за громкость каждого инструмента. Луп отвечает за громкость гитары и, собственно, лупа записанного, бас за громкость баса, драмс за уровень громкости барабанов. Кроме того, сверху и вообще по всей педали есть маленькие кнопочки, которые отвечают тоже за очень много разных крутых штук. Например, есть Guitar FX. Я сначала долго не мог понять, что она означает, потому что, думаю, встроенных эффектов я не думал, что они здесь есть. На самом деле здесь, оказывается, есть встроенный перегруз, и в зависимости от того, какой жанр выбран, перегруз будет звучать по-своему. Кнопочки, вот эти вот part, отвечают за очень много крутых штук, которые я вам объясню в дальнейшем. Alt-Time будет отвечать за то, играют ли барабаны в дубле вперед, дубле назад и так далее. А кнопочка вот здесь, управляющая бас-гитарой, отвечает за то, как сложно будет играть бас. Ну, на словах все понятно. Давайте запишем маленький кусочек. Для этого наиграю блюзовый квадрат. Жму на кнопочку Band. И быстрым миганием педаль нам сигнализирует то, что она начала слушать вход гитары. И вот он поймал какой-то в стиле блюз квадрат, который я наиграл. Я, соответственно, могу стиль менять на ходу. Могу изменять громкость бас-гитары, могу изменять громкость барабанов, например, могу сделать барабаны громче. А могу их совсем убрать. Могу сделать бас громче, могу тоже и его убрать. Кроме того, с помощью кнопочки бас я могу упростить партию бас-гитары. Здесь я его слегка упростил. Когда кнопочка горит красным цветом, басист становится практически не умеющим играть и играет картошки. Вернем обычный. И кроме того, нажимая на кнопочку, которая вот здесь горит сверху, 1, я могу заставить барабанщика начать из хэта играть в райт, условно. Играть немножко более активно.
есть вот он играет спокойно, а вот он играет в рай. Кроме того, гитара все еще у меня активная, я все еще могу на ней играть, да. Могу включить легкий перегруз. И все, в общем, это то, что может делать обычная педаль трио. Я могу играть поверх этого лупа, соответственно, тренироваться, играть блюзы, тренировать все свои соляки. Но в этой педали встроен лупер. Что же он может делать? Мы его включаем, и с начала следующего квадрата пойдет запись. Квадрат начинается вот уже почти. Поверх уже записанного барабанного паттерна играет гитара. Естественно, так заниматься гораздо веселее. Вот он, базовый функционал этой педали. Отдельно хочется упомянуть, что в эту педальку встроена карточка SD, на которой есть 12 слотов, в каждую из которых записывается та песня, которую мы только что наиграли. Не вся целиком, но луп. И, соответственно, вы можете ее достать из этой педали, подключить к компьютеру и продолжить работу с лупом уже в секвенсоре. Итак, давайте попробуем записать новую песенку, более сложную, например, там, двухчастную, куплет-припев, и раскрыть этим более полный функционал данной педали. Для этого нужно выбрать новый слот под песню. Нужно нажать кнопочку Song и выбрать, в какой слот писать. Второй, первый, третий, неважно. Давайте третий для разнообразия. Нажимаем кнопочку Song, и вот у нас выбран новый слот. Запишем новый какой-нибудь кусочек в любом другом жанре, например, R&B, а там, чем черт не шутит, поменяем на что-нибудь другое. Она слушает вход. Попереключаем стиль. Изменим время. Итак, он у нас теперь в дубле назад. Вернем дубль вперед. Включим металл. Поп. Послушаем, как звучит другой бас.
Попробуем записать гитарный луп, чтобы как-то разнообразить это. Так, что-то у нас получилось. Давайте запишем вторую часть. Для этого нам нужно, собственно, нажать на кнопочку 2 в этом списке Part. Сразу возникает вопрос, как попасть в ритм с первой частью, потому что пока мы его записали, пока мы придумали вторую часть, мы уже забыли, в каком темпе была первая часть записана. Здесь эта проблема решена. Мы удерживаем кнопочку 2, и она нам дает отсчет, под который мы можем начать писать. Нажимаем на кнопочку Bend. И когда нам удобно, начинаем играть. Для разнообразия выберем какой-нибудь другой стиль. Например, Electric Pop. И запишем гитарную партию. И вот припев для нашей песни. Как же теперь слепить это все воедино? Для этого добавили в эту педаль новую функцию, которой не было в обычном трио, и благодаря чему, мне кажется, трио плюс просто выигрывает бесконечное количество раз над обычным трио. Кнопочка называется Sequence, и мы можем вбить порядок, в котором нам педаль воспроизводит части записанные. То есть мы, например, можем сделать так, чтобы у нас дважды воспроизвелась первая часть, после этого вторая часть, после этого снова дважды первая, вторая, и все, концовка. Нажимаем кнопочку Sequence еще один раз. Лампочками педаль показала нам, в каком порядке будут воспроизведены отрезки, и, нажав на кнопочку Bend, она начнет играть все в указанном порядке. Давайте попробуем.
И как мы слышим, в конце эта педаль даже добавила сбивку. То есть она может являться вашим постоянным ассистентом на всех концертах. Теперь, когда мы разобрались, как работает эта педаль, давайте разберемся, как подключить все, чтобы она работала правильно. Тут все относительно сложно, тем не менее, не настолько, чтобы с этим возникли какие-то трудности. С дальнего от меня конца располагается вход для гитары, под ним вход для фут-свитча, вот такого вот, которым мы можем управлять функционалом педали ногами, то есть переключать стили, жанры и так далее, включать дабл темп и все такое, не наклоняясь к ней, когда в домашних ситуациях мы пытаемся записать новую песенку. Сверху входы с обоих краев это FX Loop. Соответственно, поскольку в педали есть перегруз, в FX Loop мы можем включить дилей, реверы и так далее, и включать их только, например, на соло, а уже записанный луп это трогать не будет. Очень удобно, на мой взгляд. Раньше в обычном трио этого входа не было, из-за чего страдал звук. Кроме того, есть два отдельных выхода. Один в усилитель, то есть у нас сейчас гитара подключена в усилитель, а второй выход, микшер, из которого звучит бас и барабаны, можно подключить в PA или в линию, как у нас сейчас. Если мы не подключаем, барабаны и бас звучат из обычного гитарного комбика, но, как вы понимаете, из-за этого теряются низкие частоты, барабаны звучат не так, как они должны, они подвержены, собственно, усилению гитарному, и звук не такой. Советую подключать двумя разными проводами. Сверху же располагается выход на наушники и выход на питание, который идет в комплекте с этой педалью. Давай, и нажмешь на кнопку. Угу. Поехали. А теперь, что я говорил? А теперь поехали. Короче, для первого кусочка. Да, вот так говори на камере, куда это. Для первого кусочка, там, где я блюз записываю.